Добрый день всем моим друзьям и подписчикам. Спасибо большое всем новым моим друзьям, новым подписчикам и те, кто присоединяется к моей странице, и те, кто ставит лайки. Для тех, кто из вас не знает, я Ефраим Танхиль, я адвокат в Израиле. Мой офис находится в Петах-Тикве. Я занимаюсь миграционными вопросами, поэтому от меня и на моей странице вы можете получить из первых рук всю самую свежую, самую лучшую информацию, которую только вы нуждаетесь, и можете задавать свои вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Так, сегодня с вами мы поговорим о том, продолжим то, о чем мы говорили в прошлом ролике по поводу депортации, которую получают люди, если они подавали на статус беженца или они просрочили свою туристическую визу в Израиле, и даже когда они выезжали, никакую отметку в паспорте вам не поставили. Если вы подавали на статус беженца, тоже вы выезжали, ничего вам не поставили, ничего вам не сказали, пропустили вас свободно, но тем не менее, в конечном итоге оказывается, что у вас есть депортация. Итак, что с этим делать? Куда с этим идти и вообще возможно ли это как-то исправить, что это с этим сделать? Потому что некоторым ставят депортацию на 5 лет, некоторым на 10 лет. Таким образом, люди просто потом никогда не могут приехать, потому что у них все время всплывает это в компьютере, что у них была депортация. Что же делать в этой ситуации? Итак, в этой ситуации номер раз, что нужно делать, это всегда нужно сделать запрос в иммиграционную службу, в МВД, и получить от них официальный ответ, что вам запрещен въезд на какой срок, или вам не запрещен въезд. Вот это важно. Чаще всего физическим лицам, то есть просто людям, которые такие запросы делают, даже если они знают как, они не получают никакого ответа, особенно если вы делаете его из-за границы. Просто от вас избавляется, вам не дают никакого ответа, вы не можете потребовать. Конечно, адвокат, если делает такой запрос, вы понимаете, что у нас есть больше инструментов и возможностей такой ответ получить, добиться от них ответа. И я, конечно, это делаю всегда. И все мои клиенты, которые со мной работают, всегда получают ответ, какова их ситуация. Не запрещенный въезд или да, запрещенный въезд, и на какой срок. И вместе с тем, что я получаю информацию официально о том, что въезд запрещен, я получаю протоколы от вот этих допросов, которые у вас происходили, например, в Бен-Гурионе, когда вы прилетели. Или если вы подавали на беженство, то я получаю официальный документ о том, когда вы подавали на беженство, что вы там писали, какие с вами проводили допросы и так далее. То есть я получаю всю информацию по поводу вас, она вся у меня есть. На этом основании, когда я получаю всю информацию в полноте, только тогда я могу решить, что можно делать в этой ситуации, как можно вам помочь наиболее эффективным способом. Это самое главное. Многие ко мне обращаются и говорят: скажи нам, сколько это будет стоить и как это отменить, и чтобы это было как можно быстрее. Ребята, нет быстрее. Это нужно заниматься этим серьезно, этим нужно заниматься скрупулезно. Нужно готовить письма, нужно готовить иски, нужно писать, нужно читать, нужно изучать. Это занимает время. И, конечно, к каждому вопросу нужно подойти очень внимательно, и для того, чтобы вы могли получить положительный ответ как можно в более кратчайший срок. Поэтому, когда я начинаю заниматься этим, мне нужно иметь полноту документов, не ваш рассказ, не то, что вы рассказываете, потому что часто вы что-то забыли, что-то перепутали, что-то где-то недопомнили, что-то произошло. Мне нужны документы. Когда у меня на руках документы, я могу вам четко сказать, что нужно делать, как быстро вы это можете получить, и чтобы этот результат, который вы получаете, был как можно более лучшим для вас. Поэтому в этой ситуации, когда мы начинаем процесс отмены депортации, первое, с чего мы начинаем, запрос документов. Официальным образом я должен получить все документы, и тогда мы можем знать, что мы делаем дальше. А тут уже, когда мы получаем документы, у нас есть много вариантов развития событий. Конечно, они стоят совершенно по-разному, по времени они длятся по-разному, и поэтому каждый раз это каждый индивидуальный случай. Никогда не сравнивайте свой случай ни с какими другими, потому что, что бы у кого ни было другое, ваш случай индивидуальный, уникальный, и другого случая такого нет. Поэтому, если у вас какие-то есть вопросы на эту тему, вы не знаете, куда вам дальше бежать, что нужно делать, куда нужно обращаться, как нужно делать,
пишите мне в личном сообщении, не просто в комментариях. У вас есть опция в личном сообщении написать ко мне, обратиться ко мне, я выйду с вами на связь, постараюсь вам помочь как можно более эффективным способом, и тогда вы получите результат, который вы хотите. Всего доброго и до свидания.